Бархан тихо лежал в вольере приемника. Глаза закрыты, уши прижаты. Корм в миске не тронут. Собака не подавала признаков жизни. Матвей Александрович, что делать с Барханом? Не ест, не ходит, не реагирует на свою кличку. Неужели и правда усыплять придется? Наташа, волонтер приюта, с тревогой смотрела на стоящего рядом доктора. Для усыпления нет показаний. Бархан абсолютно здоров, если не считать атрофированных мышц лап. Он не агрессивный, психика у него в отличном состоянии. Это результат предательства тех, кого он любил, кому служил верой и правдой всю свою жизнь. Постояв еще немного около вольера, Матвей Александрович и Наташа пошли продолжать осмотр питомцев. Старый пес остался неподвижно лежать, погруженный в свои мысли, горькие, рвущие душу и сердце. У молодых супругов, Антона и Миланы, родился первенец. Через год, день рождения симпатяги Карапуза, названного, в честь деда, Павлом, ознаменовали приобретением щенка. Такой же смешной толстячок, по замыслу родителей, будет расти вместе с их сыном, станет ему верным другом. Щенка назвали Барханом. Так оно и было, Павлик и Бархан день ото дня крепли, подрастали и были, не разлей вода. Через год, когда Павлику исполнилось 2 года, Бархан превратился в красивую, чепрачного цвета, с огненно-рыжими подпалинами, немецкую овчарку. Бархана в семье любили, о нем заботились, брали с собой на пикники, дачу, в путешествия. И он отвечал своим хозяевам преданностью и верностью. Он даже хозяевами их не называл, считал их своими друзьями, своей семьей. Через несколько лет родился второй ребенок, тоже мальчик, Руслан. Забот у Бархана прибавилось, нужно было караулить малыша, когда тот спал, играть с ним, охранять во время его прогулок с мамой. Но Бархану это нравилось, он гордился, что ему доверяют маленького человечка. Годы бежали быстро. Павел вырос, подрастал и Руслан. Бархан превратился во взрослого матерого пса, который души не чаял в своих друзьях. Однажды Бархану пришлось проститься с Павлом. Парень окончил учебу и уехал в другой город. Бархан сразу почувствовал отсутствие своего любимца. Пикников практически не стало, выезды на дачу стали редкостью. Неумолимо сокращалась длительность прогулок. Ему все чаще приходилось напоминать родителям мальчиков, что нужно выходить гулять. Бархан не понимал, что не так. Для него было праздником, когда они все возвращались домой. Бархан встречал их радостным лаем, прыгал и носился по комнатам, выражая свою радость. Раньше, за такое проявление чувств, его никто не ругал. Наоборот, гладили, мальчишки бегали вместе с ним. Теперь на него почти не обращали внимания. Он мог целый вечер пролежать в углу комнаты, и никто его не звал, не подходил к нему, не предлагал поиграть или, хотя бы, просто посидеть или полежать рядом. Обиднее всего, что младший друг Руслан вообще от него отдалился. Он позволял себе накричать на Бархана, сорвать на нем свое плохое настроение. Особенно часто он вел себя так после ссоры с родителями. Бархан пытался, по-своему, разобраться в причине такого к нему отношения. Он ластился к Антону и Милане, но они, лениво проведя рукой по его спине, тут же отталкивали, указывая на его лежанку. Бархан старался напроситься в компанию к Руслану, когда тот уходил гулять со своими друзьями, но парень сердито на него кричал и оставлял дома. Бархан часами сидел перед закрытой дверью, ожидая, когда Руслан вернется домой. Едва тот входил в квартиру, Бархана охватывала волна радости, он прыгал вокруг юноши, пытался лизнуть его лицо. Но в ответ слышался сердитый окрик, и Руслан закрывался в своей комнате. В такие моменты никто из членов семьи не обращал внимания на поникшего Бархана. Никто ни разу не посмотрел ему в глаза, в которых были жгучая тоска, боль и немой вопрос «почему?», «за что?». Пес, опустив голову, уходил в свой угол, чтобы пролежать там весь вечер и всю ночь, до утренней прогулки. Прошло какое-то время, и прогулки в парк, выезды на дачу прекратились совсем. Антон, Милана и Руслан, соблюдая очередность, выводили Бархана на улицу на несколько минут, чтобы тот сделал свои важные дела, а потом расходились по своим делам, забывая о некогда любимом питомце. Вскоре поведение Бархана изменилось. Он лежал целыми днями, ни на кого не обращая внимания. Потом вообще перестал подниматься со своего коврика. Дошло до того, что Антон и Руслан стали на руках выносить Бархана на улицу для его собачьих дел.
Антон проявлял терпение, а вот Руслан начал бунтовать, заявляя, что он не обязан таскать на себе здоровенного пса только потому, что тот не хочет самостоятельно перебирать лапами. «Вы, когда покупали собаку, у меня согласия не спрашивали», — кричал он родителям. «Вот теперь и нянчитесь с ним сами». Часто доходило до того, что, будучи дома, Руслан игнорировал поскуливание Бархана, просившего вынести его по нужде. И тогда на полу появлялись лужи или некрасивые кучки. Мама, убирая неприятные следы, ругала сына, но тот хлопал дверью и уходил. Однажды, когда в очередной раз Руслан не захотел вынести Бархана во двор, и несчастный пес сделал лужу, Милана разошлась не на шутку. Бархан, прижав уши к голове, боялся пошевелиться. В этот вечер он первый раз отказался от еды. Через несколько дней Антон и Милана решили, что слова их младшего сына не лишены здравого смысла. Бархан уже не тот молодой, энергичный пес. Да что там говорить, Бархан стал старым инвалидом, ухаживать за которым у них нет никакой возможности. Однажды Антон взял Бархана на руки, вынес на улицу и положил на заднее сиденье машины. Милана села впереди, и они куда-то поехали. Ехали долго, не проронив ни единого слова. Бархан с тоской подумал, что домой он больше не вернется. Тяжело вздохнул и закрыл глаза. Антон с Барханом на руках и Милана вошли в кабинет врача. Антон положил Бархана на кушетку и произнес: «Вот, доктор, привезли на усыпление. Бархан. Через полгода исполнится 18 лет. Не ходит, стал отказываться от еды». Матвей Александрович, опытный доктор, много повидавший за время медицинской практики, посмотрел на Антона и Милану поверх очков, перевел взгляд на равнодушно лежавшего Бархана. Матвей Александрович был настолько удивлен, что не сразу понял, как на это нужно реагировать. Воспользовавшись его замешательством, Антон и Милана покинули кабинет. Придя в себя, Матвей Александрович подошел к Бархану, присел рядом с ним на кушетку. «Ну что, дружище, отблагодарили тебя хозяева за верную службу?» Бархан на голос Матвея Александровича приоткрыл глаза, тяжело вздохнул. Доктор заметил, как из уголка глаза собаки выкатилась слеза. Пес все понимал и плакал от боли и отчаяния. Обследование показало, что Бархан абсолютно здоров. Специалисты пришли к выводу, что нынешнее состояние овчарки – следствие психологической травмы. Пес находился в состоянии депрессии. В тот же день Матвей Александрович позвонил в приют, с которым ветеринарная клиника тесно сотрудничала, обрисовал ситуацию и попросил принять особенного питомца. Через пару часов Бархана разместили в вольере приюта. Вокруг было много таких же вольеров, в которых находились лающие на разные голоса псы и песики всех пород и размеров. Бархан приподнял голову, прислушался, тяжело вздохнул. Потом положил голову на лапы и закрыл глаза. Прошло несколько дней. Бархан уже научился по запаху узнавать волонтеров, которые его кормили, убирали в вольере, расчесывали, делали массаж лап. Он равнодушно принимал их заботу, не проявляя никакой реакции. Бархан почувствовал, что около вольера находится тот человек, который его сюда привез. Пес слышал его голос, но у него не было ни малейшего желания хоть как-то отреагировать на его приход. Ему даже стало легче, когда этот человек, поговорив с девушкой, которая ухаживала за ним, Барханом, отошел от вольера. В один из дней приехал зоолог Илья Владимирович, он подхватил Бархана на руки и вынес из вольера. Илья Владимирович выхаживал животных, проводил с ними курс реабилитации, занимался и находил хозяев. Сначала он никак не реагировал на то, что происходит на маленькой лужайке перед вольерами. А там происходило много интересного. Илья Владимирович занимался с животными, учил их выполнять разные команды, играл с ними. Вольер Бархана не закрывался, пес мог в любое время присоединиться к веселой компании. Но он только равнодушно смотрел и никак не реагировал. Подождав несколько дней, Илья Владимирович стал заниматься с Барханом индивидуально. Он выносил овчарку на лужайку, поднимал и заставлял стоять на ослабевших ногах. Первое время он поддерживал собаку под грудь и живот, но Бархан был довольно тяжелым. Тогда мужчина сделал для него специальное приспособление. Под корпусом овчарки он протянул брезентовое полотно, которое крепилось к специальному подъемнику. Подъемник поддерживал Бархана, но так, чтобы лапы чувствовали тяжесть тела. К этому добавился массаж лап.
Волей-неволей Бархан стал привыкать к стоячему положению, лапы все дольше удерживали тело, не прогибаясь под его тяжестью. Однажды Илья Владимирович принес Бархана к бассейну. «Ну что, дружище, будем учиться плавать», — весело сказал мужчина и вошел в воду, держа на руках собаку. Оказавшись в воде, Бархан едва не задохнулся от нахлынувших на него чувств. Откуда-то из глубины памяти всплыло воспоминание: пикник на берегу озера, они втроем, Павлик, Русланчик и он, Бархан, барахтаются в теплой воде, плавают, играют. От этого воспоминания у Бархана непроизвольно задвигались лапы. И он поплыл. Илья Владимирович удивленно смотрел на собаку. Бархан преобразился, его глаза ожили, в них появился, пусть еще слабый, но огонек. В этот день Бархан долго не мог уснуть. После бассейна у него неожиданно проснулся зверский аппетит, и он с удовольствием умял все, что ему принес Илья Владимирович. А потом пес долго вспоминал, как он плавал в бассейне, как рядом с ним плыл его новый знакомый. Он незаметно подстраховывал еще слабого Бархана, готовый в любой момент прийти ему на помощь. Бархан это, скорее даже не увидел, а почувствовал, и от этого ему стало спокойно, появилась уверенность. После бассейна Бархана как подменили. Илья Владимирович видел, с каким упорством, самодачей занимается еще недавно безвольный пес. Медленно, шаг за шагом человек и собака шли к поставленной цели, одерживая одну маленькую победу за другой. Вот Бархан стал сам выползать из вольера, вот он уже может опереться на передние лапы, вот у них с Ильей Владимировичем первый заплыв на перегонки. В воде Бархан чувствовал себя намного ловчее, чем на суше. Понадобился целый год, чтобы Бархан стал на ноги и пошел. Сначала неловко, робко, потом все увереннее и смелее. Через год после появления у Ильи Владимировича Бархан полностью восстановился. За этот год нашли своих хозяев хаски, рыжая дворняга и бельгийская овчарка. Вот только для Бархана Илья Владимирович нового хозяина не искал, не мог он предать того, кому сам предложил дружбу. Илья Владимирович вышел на крыльцо. Завидев в руках друга ошейник с поводком, Бархан бросился к нему со всех четырех лап. «Ну что, дружище, прогуляемся до приюта, посмотрим, кому еще нужна наша помощь». Бархан ответил внушительным гав.